Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас на моем кулинарном канале. И сегодня у меня особенный рецепт для всех любителей шоколада. Это невероятно вкусный и очень нежный шоколадный пирог. И самое удивительное, что все ингредиенты в этом пироге обычные и самые простые, те, которые есть у каждого у нас дома. А приготовление до безумия простое. Буквально все ингредиенты смешиваются в одной чаше и выпекаются. Кстати, печь можно как в духовке, так и в мультиварке. Я же сегодня хочу показать вам, как я буду готовить данный пирог в мультиварке Ninja Smart Lid. Итак, начнем. Итак, для приготовления шоколадного пирога нам понадобится 250 грамм муки, 70 грамм какао, 260 грамм молока, также 230 грамм сахара. Но на самом деле хочу сказать, что сахара может понадобиться и побольше. Это на ваш вкус. Можно до 300 грамм использовать. Но мы не любим сладкую выпечку, поэтому я взяла чуть-чуть поменьше. Также нам понадобится 60 грамм сливочного масла и 60 грамм растительного масла без запаха. Также 2 яйца, 7 грамм соды и 5 грамм соли. Также можно использовать 7 грамм яблочного уксуса или рисового винного, какой вам больше нравится. Вот и все. Ну и теперь остается самое сложное в кавычках, это соединить все ингредиенты. Итак, для начала мы соединим все сухие ингредиенты. Это сахар, мука, какао, соль и соду. И теперь тщательно перемешаем все сухие ингредиенты. Ну и теперь будем добавлять жидкие ингредиенты. И начнем, добавим сначала 2 яйца. Также растопленное сливочное масло. У меня получилось, но слишком растопленным, но на результате это никак не отразится. Можно не так сильно его разогревать. Также добавим растительное масло. Напомню, что масло без запаха мы используем. Теперь добавим молоко. И уксус мы будем добавлять уже в самом-самом конце. Теперь самое главное хорошо, тщательно перемешать. Можно использовать для этого электрический венчик, ну или такой простой, как у меня. Оно прекрасно все перемешивается, только потребуется чуть-чуть больше времени. Итак, тесто я перемешала, все готово. И теперь мы переложим его в чашу мультиварки. Но для этого чашу я смажу небольшим кусочком сливочного масла дно и стенки кастрюльки. Так, теперь мы просто переложим тесто в чашу мультиварки. У меня есть силиконовая ложечка, которой очень-очень удобно все содержимое переложить из чаши в чашу мультиварки. Из миски, в которой мы делали тесто, переложить в чашу мультиварки. Итак,
Я все переложила в чашу мультиварки. Вот так у нас получилось. Надеюсь, у меня сфокусировалась камера. И теперь я поставлю в саму мультиварку и включим режим выпечки. Итак, тесто у меня уже в мультиварке. Выпекать мы будем на программе Bake Roast. Нам нужно установить 300, где-то 10 градусов по Фаренгейту. Примерно это 155-160 по Цельсию. Мы сделаем 315. Время приготовления я установлю 60 минут. Но, возможно, времени понадобится чуть больше. Я уже буду смотреть по ходу выпекания. Ну, даже, наверное, я поставлю 1:30, но я буду проверять шпажкой на готовность. И если пирог будет готов, то я выключу уже, конечно, раньше. И нажимаем старт. У меня прошло почти 40 минут. И сейчас я хочу проверить, на каком этапе находится мой пирог. Я проверю шпажкой на готовность. Не знаю, видно вам или нет, но мне кажется, оно еще не пропеклось. То есть еще немножечко теста осталось на шпажке, поэтому я думаю, я оставлю еще выпекаться на 10 минут. Потом сделаю последний замер. Ну, то есть второй замер это у меня будет. И, скорее всего, я уже на этом закончу выпечку. У нас прошло еще 10 минут. И сейчас я сделаю еще один замер, чтобы проверить на готовность. Вот теперь видно, что шпажка уже осталась совсем сухая. Поэтому у меня есть от моей старой мультиварки такая вот корзиночка. Я ее просто поставлю на пирог и аккуратно, очень аккуратно переверну. Надеюсь, что на камеру у меня это получится. Точнее, сейчас отодвину, наверное, мультиварку сначала. В эту корзину перевернуть наш пирог. Надеюсь, у меня получится. На камеру я его еще так не переворачивала. Так. Угу. Ну вот, красота готова. Угу. И теперь я переверну пирог вот на эту решетку, чтобы он немножечко остыл. Вот так. Вот такой красивый пирог у нас получился. Сейчас покажу поближе. У нас уже вечер, к сожалению, света уже не хватает. Но вот такая красота получилась. На камере он выглядит немножко темнее, чем в жизни. Он кажется даже чуть-чуть пригорелым, но на самом деле это только кажется. Когда он у меня остынет, я покажу вам уже, наверное, завтра, что в итоге у нас получилось. Сейчас пирог остынет, и я переложу его в полиэтиленовый пакет, или можно, может быть, под полотенце положить, для того, чтобы он не стал жестким. Вот. Ну что, друзья, вот и готов наш восхитительный шоколадный пирог. И я хотела бы сказать, что со временем этот пирог становится еще вкуснее. Поэтому в холодильнике он может пролежать еще 3-4 дня, становясь от этого только более насыщенным и вкусным. Но на самом деле его привлекательность не ограничивается только внешним видом. И этот пирог настолько вкусен, что можно кушать его самостоятельным десертом, без какой-либо пропитки или крема. Но, конечно, если вам хочется чего-то большего, то вы всегда можете приготовить крем на ваше усмотрение. Просто добавьте свою фантазию и создайте идеальное дополнение к этому уже потрясающему пирогу. Приятного вам аппетита! Ну, а если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь ими в комментариях ниже. Спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч!